Сколько человек живет? Ну, А есть какие-то перспективы переезда куда-то? میگه شما کلان هستید اینجا؟ Allah kalan na kalan nasıl? Нам предлагали пообедать, и мы попьем чай. Доброе афганское кабульское утро. Сегодня очень жарко на улице. Мы выезжаем из города и едем в район, где проживают малообеспеченные люди. Это, вернее, даже палаточный городок. Если честно, я даже не понял, то ли это беженцы, то ли вот прям совсем-совсем бедные люди. Хотим туда попасть, поболтать, посмотреть. Все-таки это Афганистан. Интересно увидеть все сословия, все население. Выслушать точку зрения каждого. Немного утреннего города с мигалками. Большие люди Т поехали на работу. На работу как на праздник. Дядьки на мотоцикле, еще праздничное настроение. Наличие флага. Вся жизнь в Кабуле кипит вокруг вот этого квадрата, по которому мы, в принципе, меня и катают изо дня в день. И каждый раз новая история. Сегодня в гостиницу, где я проживаю, приехало человек 20, наверное, граждан Казахстана. Ну, скорее всего, едут по работе. Казахстан, по-моему, официально признал правительство Афганистана. Поэтому связи налаживаются, жизнь кипит. Инжир, конечно, висит красиво, но единственный минус. Все это у дороги. То есть его надо тонной воды промыть. Говорят, очень полезная вещь, Денис. Ну, мне вот честно понравился больше вот фрукта, как вы его называете, оранж. 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 Это микс Оранж. цитрусовый, да. Это апельсин с лимоном, все вместе. Ну классно, утоляет жажду. Да? Делает просто счастливым тебя. Человека делает счастливым. И причем он Там у человека шапка. Причем он произрастает только в, получается, В теплых провинциях, горячих. ближе к Пакистану. Да. То есть вообще вся самая интересная жизнь, она возле Пакистана на самом деле. Вот лично я так заметил. Вот от Кабула и туда. Вот интересные провинции. Ну, Советую всем посмотреть. Очень, то есть Джалабад, Лагман, вообще вся зона Ленинграда, она всегда славилась тем, что там красиво, зелено, есть гидроэлектростанции. Великолепно. Ты часто ездишь в Джалабад? И очень, сейчас очень редко езжу, Денис. Вообще редко. Ну, по делам. Да не по делам, семьи навестить. Маленькие дети в пробках зарабатывают на воде. Ну, они ее продают. Я так понимаю, где-то оптом купили ведро со льдом и холодненько предлагают. Там 2-3 афгане зарабатывают. Молодцы. Будешь воду? Нет, с детства уже работают. Обачач. Яхша бетихон. Ой-ой-ой. Я гидгам беде. Ташакур. Лучше вот тебе вода, дорогой Денис. Так как Каус позавтракал, а я нет, мы... Я не завтракал, Денис. Мы купим бананов, а вон справа, блин, были. Смотри. Так как Денис Каус позавтракал в дома... пятизвездочном отеле, а Каус просто яйцо съел. Каус Мы просто сейчас- дома завтракает, приходит ко мне. Да И что-то говорит, а что, ты не хочешь ничего? что-то неохота, говорит, завтракать. Давай мы И вообще причем есть это не каждый раз изо дня в день будем. До повторяется. вечера не будем есть. Да а я, потом говорит, вечером вообще не ем. 30 минут стояли на одном месте. Там кого-то
пропускали важного. Так что мы опять хотим? Банан купить. Банан. Хозяина не было. Ладно, поехали дальше. Бесхозные бананы. Мне вот почему-то вот эта часть нравится. Очень Кабула. классно, красивая, да. Ну, Горная да, местность, так аккуратно заселена, компактно все. Мне очень сильно понравился, знаешь, какой пункт? Кодекс чести во время скандала, когда начинают афганцы ругаться между собой, но если увидели, что, например, в машине сидит жена или кто-то, Семья, женский да. пол, сразу тон меняется абсолютно все. Объясни, пожалуйста, вот это поподробнее, расскажи нам. Ну, у нас, когда там происходят какие-то там на дороге стычки, авария произошла, да, просто человек, если видит, что там не сильное повреждение большое произошло, в машине сидит женщина, ребенок, то просто отходит, говорит, все, ладно, с тобой женщина, мы разобрались, никто никому ничего не должен. И точно так же там в ресторане к тебе тоже другое отношение, когда ты заходишь с семьей. Быстрее хотят тебя обслужить, понимают, что женщине неудобно сидеть, не в присутствии, но в одном и том же помещении, поэтому тебе могут даже обслужить без очереди. Если ты не прав, но ты с женой, на тебя будут кричать? Кричать не будут, просто скажут, ну вот, типа, такая ситуация. Ну ты видел мою ситуацию, я просто подхожу к этому человеку, начинаю на него с автомата. Ты помнишь, да? И вижу, женщина у него в машине сидит, я разворачиваюсь просто, размахиваю руками, говорю, все, то есть, ладно, все нормально, ничего не произошло, езжайте дальше. Впереди нас едет человек, так, убираем, вот так вот. И он попросил пропустить и в конце сказал фразу, которую знают люди, полностью знающие Коран. Говорите. И Каус говорит, я лучше его пропущу на всякий случай. Денис Однолюб не изменяет своим традициям. Корейский энергетический напиток с корнем женьшеня. Вкусный, без сахара. Но в конце какие последствия? Как будто вы выпили пачку ревита. Всегда причем. Всегда пачка ревита в вас зашла. Не, реально. Все очень-очень желтое потом. Но вкусно. Мы на месте. Нужно сейчас как-то туда спуститься и проехать так, чтобы минимум привлекать внимание к себе. Раздавать что-либо здесь, эта идея сразу была отвергнута, потому что это опасно. Тут сразу столпотворение будет большое. Поэтому мы сейчас углубляемся, чтобы нас не было видно с дороги. Попытаемся найти старшего. Я, конечно же, снимаю видео для жены, как и всегда говорю. Но почему-то микрофон меня палит. Особенно ночью, когда он моргает. Справа от нас Гуантанамо. Ну, бывшая, да. Ну и слева поселок. Ну, Слева те, кто поселение. рядом с ней живет. Да. Еще хотел добавить, что Денис снимает видео для жены с очень большим микрофоном. Ну, для меня он незаметный, на самом деле. Ты на него не смотришь. Ну да, вот Да, даже на человек чекпоинтах талибы на него внимание обращают. Ты помнишь, как просканил как малый? Особенно, когда вот темно уже он моргает. Он прям палит, конечно. Здесь видно, живут очень бедно. Воды никакой Школа? нету. Школа? Не школа, как бы они сидят. Давай, наверное, тут тормознемся, потому что тогда уже ехали. Первый домик, в котором остановились. Это здесь сколько человек живет? Чан фардилинде? Виден, ну, нафар. 9 человек. 9 человек. Аргай я уладаймов. Говорит, я отец, это мои дети. Это все его дети. А сколько детей? Нома худа чанта уладари? Одна Авто. авто. 7. 7 детей. Где здесь
как бы мягко спросить, душ, ну, ванна, так خب сказать, باز где моются? یعنی چی رقم مشکلات تان رفع میکنه به حساب آب داره جای سرجاشی او نه اینی تشناب است وجود توالت. او در خرید است باش گپ دیمه او در خرید است بشکه پایین پا پر میکنیم دیگه اینی تشناب است دیگه вот это туалет او говорит کناراب است دیگه زندگی سو از بچه هستی فهمیدی این نام زندگی است نیست تشناب گم گرسه آو نیست روغن نیست اما کنانم که بیت ما شکر میکشیم فهمیدی یعنی زندگی ما فهمیدی روغن نیست آرد نیست вот это говорит наш туалет вот это Ну, я душевая понял, кабинка. понял. 5 афгани стоит наполнить вот эту бочку воды. И они говорят, что на данный момент нам даже на пол, то есть хлеба или на хлеб дать, это уже как бы нас спасет на сегодня. Поэтому сейчас готовим вот говорит, картошку и все. Поэтому я думаю, что будем больше давать. کسورواد هم Пять. خواهنده Сразу. Сразу? Ну, мне кажется, да. Или не стоит. Смотри сам. Можно, конечно. Салам Салам алейкум. Хубасин бахай. Просто Что? семьи много сейчас может произойти. Ну да, давай. Давай сделаем, ну решим. Да. Со старшим поговори потом. Можно посмотреть, да? Я с Бибином. Смотрите, у всех есть солнечная панель. Это единственное электричество, которое хоть как-то спасает по вечерам. Вот поближе. И вот здесь все 9 человек плюс... все, 9 человек здесь. 9 человек вот все здесь спят, да? Дамиджа, тамам там истират мекунин. Да, говорит, все в тюрьме. Они граждане Афганистана? شما شهروندای افغانستان ما خودم تذکره داریم از کدام ولایت هستید؟ از کابل Говорит, мы из Кабула, у нас Кабул. Все, ну, граждане, не Тазкира. беженцы. Нет, не беженцы, это граждане. ما زمین خاک هستیم بیادر زمین وطن هستیم چی کنیم غریبی دیگه Говорит, ну что поделать, беднота, но мы сами из Кабула. То есть они с центрального, с центра. Люди с И провинции. давно они здесь живут? چه وقت شویه زندگی میکنید؟ اینجا دیگه بیادر ما بار زمستان هم اینجاست چه وقت شده؟ یعنی به 1 سال، 2 سال، 5 سال؟ دو سال میشه Второй год уже, Второй год? как они тут живут. А есть какие-то перспективы переезда куда-то? آیا کدام امیدواری است جای دیگه برین، زمین دارین، خانه دارین، چی دارین؟ هیچ چیزی نداریم بغیر خدا Говорит, вообще ничего у нас нету, никаких перспектив, кроме Аллаха ничего. نه زمین Как зарабатывают деньги? چی رقم пайса بدست میآوری شما؟ ما خودم که از اسپان دودی میکنم Говорит, я сам... بچه ما بوت پالش میکنم Мгм. Я, говорит, вот этот спан делает, да, дым. Ну, Да, он, говорит, сын у меня обувь чистит, полирует. 50 روپا 60 В день, говорит, روپا 50-60 афгани зарабатывает. на всю семью? Ну, парень зарабатывает, ну и он сколько. برای بیری بار نکنه Бирубар наконе хуба скинатели. Хобурахане. Блин, вот в таких местах прям вот за считанные минуты образуется огромная толпа, которая начинает привлекать внимание. Что нам, конечно, здесь не нужно. Не нужно вообще. Потому что это внимание может обратить внимание талибов Они придут будет. на нас. Да, и много вопросов будет заниматься. То Ну, есть, так как ты снимаешь видео жене, да, я жене снимаю. Можно птичек посмотреть? Какие-то говорящие майнушки старшие پیغام را سر جای فیرم этого поселка. Салам алейкум. اجان به جای اینکه که کل جای خوب نشان بده، یک جای رو نشان بده که مردم هم به حساب ببینن و به دادشان برسن. А как его зовут? اسم شما چی است؟ محمد اسماعیل. Его зовут Мухаммад Исмаил. Ну, понял. Мгм. Мухаммад Исмаил. А вы здесь старший, да, в этом поселке? آه. میگه شما کلان هستید آجا اینجا؟ نه الله کرم ما کرانه Ну, سوی. говорит, ну, Аллах в первую очередь, ну, а после я, то есть, خدمت دیگه خدمت ما. я помогаю людям. Ну, а какова его роль здесь? وظیفه شما چی است اینجا؟ اینجا گیاس ما روز مزدوری میکنم سرچاو. خب سرچاو کار میکنم روز مزدوری میکنم کاری باشه کاری نمیباشه. خب اینجا خب ببینید حالات تو راست بخیر غریبی است. сам کار он مشکل است. Сам он работает в одном месте под названием Чаук. Там, вот помнишь, мы проезжали место, где люди там разнорабочих собирают, разбирают. Мгм. Сейчас я у него спрошу по поводу чего, какая его роль тут.
یک چیز دیگه هم پرسان میکردن که همین رول شما در اینجا چی است؟ من ایسا کلان شما جرگه میشینین افتوار میشینین چی رقم؟ ما افتوار میشینیم هر روز در مسجد ماست بزرگا میشینن مشوره میکنن بیا داریم سخن داریم говорит, у нас там есть мечеть, мы раз в неделю... Салам алейкум. Салам алейкум. У нас есть мечеть, мы раз в неделю и по вечерам собираемся, сидим в мечети, обсуждаем наши дела, разговоры, о чем они разговаривают, то есть о проблемах, которые произошли сегодня, вчера, пытаются как-то решить. Честно сказать, печально все на это смотреть. Ну, в Афганистане, как говорится, как и везде, монета с двух сторон. Есть орел, есть решка. Но мы с тобой видели и хорошие места. Есть и такие, в которых люди нуждаются в помощи. Спроси, пожалуйста, есть ли какая-то помощь от государства? Ино як савол дигам дорад механ персон кон ками давлат бам ба шумо чӣ кори мекунад? Давлат меям давлатам шумо мебинад гариб аст худшон ам гариб аст. Имеджи амнат мара ту медем парсан мекунад дега чизи не есть. Говорит, вы сами понимаете, что государство наше тоже не богатое, бедное, как и мы. Ну, приходят к нам, спрашивают, как мы, что мы, охраняют эту территорию, помогают вот этим, больше ничем не могут помочь. А занимаются ли они земледелием, скотоводством? خب در اینجا شما کدام به حساب کار مالداری و چیزا رو میکنید؟ نه من ندارم، ما غریب است واسه نداریم مالداری. دیگه مردم کوچی است و یا داره. ما خو واسه من نمیگم مالداری. چرا ما خانه و زمین نداریم، ملک نداریم، پاچی نداریم، چیزی کشت کار نداریم. مالداری بغل чиза نمیشه. Говорит, ситуация такая, что мы не... Кущи, они же богатые, они живут тоже в таких же химах, но вы сами знаете, сколько у них денег, но у нас столько денег нету, чтобы мы могли разводить скотину или заниматься земледелием. Нам с этим в этом плане В трудно. принципе, и территория не позволяет, это пригород, Да. нету пастбищных мест. Ну и денег в первую очередь нет. Есть ли здесь школа? یا پرسان میکنن آیا کدام مکتب اینجا وجود داره که استاد داشته باشه؟ نه مکتب نداریم. مکتب نداره، مکتب مدرسه نداره. است، اشتکاج نداره. درس میخوانند. مدرسه است. مدرسه است. مکتب نیست، در مکتب میتونه شخصی مدرسه مکتبش افسر به ما میگیره، وقت ما نمیگیره. ما افسر به بسیار پیسه غنی. واسه من میگه شهر خانه 4-5 اشتک است. ما 2-3 هزار اشتک پیسه شو، خرج میخواد، خوراک میخواد، لباس میخواد. انتم تو غریبی زندگی داره همین. Он говорит, что у нас есть медресе, в которой пытаются учить тому, что знает учитель медресе, то есть и Коран, и какие-то там, может, азы правописания и всего остального. Больше школы тут нету. Есть школа частная недалеко, но она стоит 700 афгани за за этого ученика в месяц, а в каждой семье по 4-5 человек, поэтому, говорит, нам накладно, нам столько, то есть денег на целый месяц хватает. Самые многодетные семьи в данном поселении, вот сколько максимальное количество детей есть? اینا پرسان میکنن که امی فامیلای شما خب بزرگ است نه؟ امی زیادترین فامیل شما چند تا اشتک داره؟ اشتک مال خودت ما هفت است. از خودت از دیگران میشه که زیاد از دیگر زیاد باشه. داتا من نام خدا. نوتا من. У меня у самого 7 детей, но у других есть 10, 9, 8, 10 это максимальное количество детей. То есть, которые есть. Многодетные семьи в Афганистане, сам знаешь, 10 максимум. И на этих детей, я так понимаю, никаких нету, да? Соцпакета от государства. وابایی تفلکای شما از طرف دولت کدام کمک میآید نمیآید دوا؟ فعلا یک دوا وارد بود. یک دو ماه پیش. خاطر اشتکای خورد فلان بزرگ. Дава орды будет, когда нам от, як пора море будет. Один раз 2 месяца назад приходила к организация, раздавала лекарства для детей маленьких, среднего возраста, чуть постарше, которые после этого никто не приезжал. Если что-то случилось, например, с ребенком, куда идти в больницу? Как лечат вот здесь? Вот плохо стало, куда идти? اگر طفلک مریض شوه به حساب دفتن شما یک واسطه داری که ببریش تا شفا کنه؟ آجا نه یک واسطه کجاست؟ یعنی بچگی که من سینه است سلطه میکنه نه؟ یک واسطه کجاست بیاره رو یک دور از بس روز بعد میگوید شفا خانه بوده کلیک سرکاری از شکردار بسیار دور است روز چهارشنبه میباشه میشینید تا شنبه شب با تو میرن سرسره میرن
А тарас хизмат аз давлати. Ну, в основном денег как таковых нету, чтобы проходить лечение в частных клиниках. Есть одна государственная, в которую мы ходим раз в неделю по средам. Вот у меня говорит, сам ребенок вот мой болеет, он сейчас простужен, ему надо к врачу, там, ну, понятно, ходить на обследование там раза 2 в неделю, 3 в неделю, но не ходит раз в неделю, потому что раз в неделю бесплатная клиника есть. Просто элементарно даже вырвать зуб. باز موضوع دندان چطور است؟ دندان چرا کم پیش دکتر میبری خود شما میگه؟ نه پیش دکتر میرم سرکاری شبند شهر است فرشگاه اونجا میرم اگر وقت میگه 4 روز بعد 5 روز بعد میاد من تعلیم طرقم غریبان میشینم میرم اونجا مشکل است. Говорит, ну, есть, конечно, клиники бесплатные в городе, раз в неделю тоже работают, мы туда ездим лечить зубы. Ну, государственные у нас клиники, они есть времена, ну, в неделю, они бесплатные, там раз в неделю, 2 в неделю для людей, которые не малоимущие. Они вот пользуются этими услугами. У меня, знаешь, какая мысль созрела? Не давать денег. А мы сейчас выйдем, проедем вперед чуть-чуть, на ближайший базарчик, купим продуктов, привезем, отдадим старшему, а он сам все раздаст. Хорошо, это будет хорошо. Вот это сейчас кому-то перепадет, кому не перепадет в карман, правильно? Не все же Да. прям Ну порядочно. да, можно, в принципе, а продукты, да. они быстро разлетятся по поселку, это будет проще. Я думаю, можно даже то же самое сделать. Старшему дать, но я думаю, Нет, я не думаю. Да? Я лучше продукты купил, Поехали, отдал. хорошо. Сейчас пойдем посмотрим, как выглядит местная мечеть. Смотрите, здесь все пыльно. Очень пыльно. Очень много детей. Везде. Вот. Вот так вот выглядит мечеть. Можно зайти, да? Да, Не, я понял, что... я зайду, говорит. Давай ему камеру. Объясни мне. Ну, он не хочет, чтобы, ну, ты же, Ага. ты понял. Барма хоть джазаз? Так. Он говорит, сам зайти может. Так, потому что я другой веры, да? Да. Ну, он это очень близко воспринял, потому что мы с тобой заходили в другие мечети, можно. Но Ага. он вот не захотел. Это мечеть. В принципе, тут они и учат. То есть иноверцам не запрещено в мечеть заходить, да? Если Нет. ты одет по дресс-коду, совпадаешь, подходит. Нет, не всегда, я же говорю, это у него такое. Это его личное. Это его личное, а так мы с тобой заходили в мечеть. Никто ничего не говорит. У нас в мечети можно молиться всем. Всех религий. А воду откуда они берут? А вас куда мы гирин? Им кто-то привозит, продает? Бапайса. Одна бочка вот эта стоит Ну, 5 афганцев. это я слышал. Это, то есть откуда-то водовоз приезжает и разливает им. Салам алейкум. Салам алейкум. Я Маризас. У него тоже, говорит, есть проблемы со здоровьем. Поэтому мы... Так, у него есть, видишь, кровать. Не он не на земле спит. Вопрос такой, когда дожди, это все накрывается целлофаном? ببینید سوال دارم وقتی که باران میشه چی رقم میکنه؟ باران میشه خدا تیر میکنه اینجا یعنی بشه نمیتونه زندگی است اینجا میچکه باران زیر میره گل لای میشه то زندگی تیر میشه Говорит, چیزی ну, نیست ничего мы не можем поделать, ничем накрыть. Баран Вот это у нас и есть. зверь. У вас же бывают такие минусовые температуры? Да. Вот как они здесь себя? Что, زمستان چطور تیر میکنه؟ Как они زمستان топятся? اینجا پلاستیک میگیریم اینجا پلاستیک میگیریم اینجا جور میکنیم لگن تیر Говорит, ну зимой, конечно, пластиком вот это все. Это целлофаном, типа, ты понял? Накрываем, включаем внутри там. برف میباشه خنک میباشه بارش Большой. میباشه Сколько в этом поселении, городе, я не знаю, как его назвать, живет человек? دمی منطقه چند نفر زندگی میکنه تقریبا؟ 120 خانه است از مردم ما 120 семей. 120 семей, это Умножить на 5-10 человек. 1200 человек. Ну да. Он впереди идет и говорит женщине, накинь платок. Ну здесь как-то я спокойно, не сильно напрягаю я. Это уже считается местный бизнесмен какой-то. Ну да.
То есть у него есть... У него есть. Или что это общее продать. как-то? И тамом на фарос я як на фарос jedu konda. Eyda, memisi asal. Салам Ва алейкум. алейкум салам. Чалдер. Хожам вазита чи мариза шакар кам рахтара. Хо, худа. Шуйша як бочига кешас. Тамам рози нуштока ме панд пар дара пар чиз. Бекона сдега. Мекана гарибана сдега. Да, это, говорит, вот этой женщины, мужчина, муж ее работает здесь. А здесь нету нигде рядом реки? Худам дарьё, я аучи, за несколько Не, да, хордан чи мегрит срашуштан амли. Говорит, тут Смотри. нету вообще никакой воды. Они покупают вот Питьевую воду. питьевую. А как стираются? Где Бос брать? кола шуичера, кам домой умекуни. А, да ми он танг тел мебини, танг тел сау. Говорит, видишь вот ту заправку зеленую? Ага. Азам Вот мер оттуда да дас мяри. Оттуда мы набираем 5 Пошто афганей камар. и с собой, ну, то есть в тележках, в руках воду тянем вот этими бочками. Солнечные панели. Это, в принципе, не дешевое удовольствие. Или здесь дешево это? В Афганистане дешево, у нас есть свое производство. Панели начинаются от 300 афганей и заканчивают 3000, 4000. Вот это что такое? Это похоже на какой-то... Кто? Тандура с ней? Да, это А, тандур. тандыр это. Я подумал, колодец для воды. У них нету колодца, у них нет. Это для хлеба тандыр? Да. Что ты советуешь купить? Ну, я советую купить, ну, афганским семьям всегда минимум вот эти 3 вещи нужны. Это лук, картошка и помидоры. То есть из этого они смогут что-то сделать. Поэтому возьмем- Рис это уже роскошь, да? Это роскошь, конечно же. Поэтому купим именно это. 10 пакетов помидора возьмем. Он не такой прям дорогой. 5 пакетов картошки и 5 пакетов лука. Лук и картошка, ну это всегда дорого. Ну что? Овощи овощами. Ну, еще надо что-то прикупить. 1540. Давай заберем. Сколько? Один. Ну, конечно, Давай. мешок муки. И все. Каус, они уже подошли. Давай. Насиба. Мука. Первый сорт. Это или казахская, или российская, да? Карасайский Казахстан. Майка. Казахстан. Бартыш. Казахстан кормит Афганистан хлебом. О, Молодцы. Мы когда выезжали из этого поселка, первая семья, к которой мы зашли, он нас пригласил на чай, но понятно, что он хотел что-то получить. Мы ему сейчас чуть-чуть прям дадим денег, а это отдадим старшему, пусть сам раздает, ему виднее. Больные, не больные, мощные, немощные. То есть для этого он и старший там. Хотя я затаил немножко обиду за то, что он меня не пустил в мечеть. Ну, это в силу... Это в силу. это все в силу. Это все в силу, да. Да. Ну В да силу ничего, прости. некоторых обстоятельств. Да, это ничего такое. Просили его Всевышний, мы его прощаем. И обиды не держим. Правильно. И становится очень жарко. Полдень. Вспомнил, что я увидел. Вокруг каждого дома идет такой бортик сантиметров 30. Вот, наверное, этот бортик и служит преградой для осенней воды от дождя. И, наверное, в этом бортике находятся какие-то крючки, за что цепляется тент, целлофан, ну, все, чем они накрываются. Ну, козы есть у них, но не в таком количестве. Чисто для молока, наверное. Здесь не может такого быть, да? Кто-то богаче, кто-то беднее. Здесь один достаток? Или все-таки плюс-минус небольшая разница Я есть? думаю, плюс-минус небольшая разница есть, потому что я вижу, что у кого-то даже мотоцикл был, возле дома старейшина стоял, потом у кого-то даже козочки вот здесь, пожалуйста. Понимаешь, да? Такое богатство, конечно. Нас уже встречают.
Ну да, он старший, ну правильно. Это, короче, как Дед Мороз сейчас, да? А? Блин, кто-то просто радуется муке, конечно, в этом мире. И помидорам, которые здесь так стоят копейки. Мне даже стыдно, если честно, снимать, как разгружают. Вообще не люблю такие моменты никогда снимать. Потому что как-то неловко становится, и людей ставить в неловкое положение. На горизонте горы смотрят на нас. Там, по-моему, какие-то поселения дальше, тут еще. Ребят, сегодня праздник. И смотрите, там некоторые дома вообще просто убитые. Как говорится, из говна и палок построены. И слепили из того, что было. Представляете себе, каждый год здесь 120 семей по ребенку. С каждым годом численность увеличивается. Плюс кто-то становится старше, прошла свадьба, совершеннолетие и еще пополнение. Сейчас как раз насчет свадьбы узнаю, спрошу. Вообще, как здесь проходят они. Интересный момент. Нам предлагали пообедать, и мы попьем чай. Каус, пока есть время, пока наливают чай, спроси, как у них проходят свадьбы. Собирается ли весь поселок на свадьбу или ну, знакомые рода там? یک سوال داشتی به خاطر عروسی که به حساب دیگه چرا کم عروسی دیر میشه کلگی دعوت میشه یا تنها فامیل تجهیز میکنه نه کلی که ما دعوت میشیم شوله بخته میکنن دو دیگ سه دیگ شوله کلی دعوت میشن خوشحالی میکنن سر نکاح بسته میکنن عروس جور میکنن سسرا عروس میبرن سر это ну стандартная афганская свадьба. Я первый раз вижу такое. Смотрим по всем. Он налил в один стакан и разлил по всем все, что налил. Это для чего? Это смывается? Да, он смывает вот так с одного в другой, с одного в другой для экономии, а потом этот выбрасывает. Все, я понял. Он говорит, что свадьбы стандартно проходят 4-5 казанов плова делается, риса, короче, все кормят, жених, невеста там сидят, собираются, потом они идут в свой дом. Всем селом собираются? Да, говорит, все село отмечают. Тут без вариантов, хочешь не хочешь, да? 4 казана плова. Ну да. А что, не просто так же выходить замуж и жениться в Афганистане. И он говорит, приятно познакомиться. И фамилия Джамара, я Чакарамада. Не Чакарам это. Говорит, ты приехал с семьей туда или отдыхать? Я говорю, отдыхать приехал. Ты просто турист посмотреть. Да. Так сказал, жене снять видео. Да. Я знаю, что говорю. А здесь есть у них мулла или старший просто начинает? Пурсан меконича, мулла аст, так я шума аст. И баче мас. И хафез аст. И мулла муджас джумаат में तो जो खुश है. Говорит, это мой сын, Джамшет его зовут, он мулла сейчас. А со скольки лет муллой можно быть? Чан салас? يعني شو بچه؟ И только мулла баша. أو تقريبا 6 سالات. Это тому 30 лет, его сыну. Стой, его сыну 30 лет? А сколько же ему тогда? Он на вид сам. Сколько там чан салас, тега баче там салас? بچه 6 ساله بچه که کمی نیست. Тут произошло недоразумение. Говорит, вот это мой сын, а самому муле, он с мулой бывает. Все, я понял. А самому муле это. А то есть думаю, 30 лет. Да. Сыну сколько же ему тогда? Я майрон. Какие у них пожелания вообще? Что бы они хотели? Ну, помимо того, что изменить положение. بغیر از اینکه می وضعیت به حساب بهبود و خوب شود دیگه کدام آرزو داری شما؟ صاحب آرزو دارم که ما سرنوشت ما که از زمین نداریم باید زندگی باشه چهاردیواری باشه بمبو باشه همین زندگی من در امن باشه نه نگن تو مثلا زندگی جو شش بار تیر کوچه برو خسته میکنه نمیشه تو کاری به مدرسه به مکتب میره
همین جنیالا Говорит, ну, конечно же, хотелось бы, чтобы было что-то свое, земля, дом со стенами. Была хотя бы вода, колодец, да и все, мы, в принципе, ничего не хотим, потому что мы кочуем 6 месяцев тут, 6 месяцев там. И Подожди, они, получается, сейчас 6 месяцев куда-то уйдут? и Бурсан мегана, шумаш аршаш мабад джай медим. زمستان گذارا نمیشه مجبوری است Зимой, говорит, понятно, осень мы тут проведем, зимой уже тут сложно будет, поэтому уйдем в теплое место. А как процесс кочевания происходит? Мне بازی интересно. برسان میکنم خود پروسیجر چی رقم شما خودتان جمع آوری میشه یک جایی میریم موتر و موتر میگیریم سر 10 خانه 5 خانه اگه یک موتر میگیریم که کرایه‌اش رو سنجش میکنیم و میریم یک جایی میریم جای باشه زندگی باشه تو چی میکنیم ما میریم مجبوری میریم چی تو کنیم. Ну, говорит, да, вот именно все происходит так. На 10-5 семей мы берем одну большую машину, вот эти грузовики у нас их Mazda называют. И едем в теплое место. Говорит, понятно, это все из-за вынуждения. Мы вынуждены. Не были бы вынуждены, так бы и не ехали. Вот смотри, они переезжают в другое место. То есть предварительно кто-то едет, там же надо обговорить с местными властями, то можно ли мы здесь поставим палаточный городок. Или у них уже какие-то свои места есть определенные. اینا پرسان میکنن که شما میره نه جای را وقتی که شما پیش از پیش نفر را روان میکنه که انتخاب کنه دولت جای کده پیش میرن نفر میبینیم جای اصلا جای میبینیم جای انتخاب میکنیم دشواری میبینیم جای там خب داشت это какой даулат и что мы экономикой. С государством не обговаривает, кто-то едет один, смотрит местность, оттуда дает сигнал зеленый свет. Они собираются на машинах, едут. Много вот таких, я даже не знаю, как поселений вообще, которые кочуют? این رقم به حساب بنتر کجا بگویمش نه در افغانستان شما زیاد میشناسید که یا کم очень много, очень много. Но старейшины общаются между собой? خب بزرگمی کریا یا قبیله که بین یکی دیگه تماس دارن. بسیار خوب صحیح. تماس داره گپ میزنه. هیچ آن کجا مرد زنده. خیر خبران شو خوشحالی شو. Конечно, мы имеем контакт. Если где-то что-то кто-то умер, понятно, мы идем в джиназа. Если где-то свадьба или у нас свадьба, они приходят. У нас есть, говорит, такое общение, как в общинах. И еще вопрос, смотри, вот этот поселок, он живет одним составом, ну, вот 120 семей. К ним примыкают новые или вот пополнение идет за счет рождаемости? اینا پرسان میکنن خب شما گفتین که 120 فامیل جا زندگی میکنن آیا فامیلا با شما میپیوندن یگانه که شما برشان جای میتی یا می خود تعداد خود قریه زیاد میشه توسط می مردم خودش توسط مردم خودش دیگه هر کسی در خانه خود زندگی میکنه یعنی خانه جور کرده 5 فامیل داخل میاد که خانه خود جدا جداست خب و شما از خارج از دیگه قبیله یا از دیگه کسی که مردم بیچاره باشه غریب باشه که بیاید ما بگویم مجور میکنم خانه شما اجازه میدید؟ چرا نمیتونید؟ Конечно, мы разрешаем другим людям тоже приходить сюда, у кого нет денег, кто чувствует себя несчастным, сам несчастным, ну то есть в такой ситуации мы им разрешаем, конечно, сделать себе тут место и, конечно же, за счет Нету никакого входного билета сюда, чтобы попасть в поселок другой семье бедной? Я не понял. Ну, входной билет, то есть заплатить какой-то минимум или просто заходи и живи. خب اینا میگن کدام داخله داره او که شما یک کسی رو میمونی یا نه مطمئن نه این تو خونه پیش صاحب زمین میره پیش صاحب زمین میره اجازه دادش بیاین طرف الناس غریبا از ما دور там میکنه Смотри, как он интересно воду пьет. زمین خازمانی زمین از ما باشه говорит, земля-то не наша, мы сами тут как бы гости, и он там обращается к человеку, кому принадлежит земля. Если он нам разрешает, конечно, мы ему поможем обустроить его. Последний вопрос, Каус. Есть ли такая здесь практика, что изгоняют семью из поселка? Вот я не знаю, что нужно сделать, чтобы такое произошло, или. Какой-то проступок, может быть. کدام فامیل یا کدام کلان یک فامیل خانواده یک کار را میکنه غیر اصولی شما او را استخراج میکنید چرا نه ممانعت میکنید نه تو کار خوبی دید
زمان سال میشه به طور میشه. بازار میکشه скорее. هر نگاه که باشه نه دیگه. مجبوری تو بشی. Есть такие ситуации, есть такие, когда мы должны либо там усмирять его пыл, этого человека, либо если он уже не усмиряется, просто выгоняем за те или иные дела. Проступок. Ну да, какой-то проступок, я бы сказал. Не сошелся с социумом местным. Ну да. Не повезло, не подфартило. Народу все больше и больше. Да, больше шагов. Все, спасибо. Музаем еще мом что-то не Каус, объясни, пожалуйста, кто вот этот мужчина самый главный? Вот нет здесь, который вот сидит, остается, который мы Вот этот сейчас мужчина, руку пожали. Он является не то чтобы старейшиной, он Старший просто старший по возрасту. Да, старший по возрасту. Так, а как нам быть с той семьей, к которой мы заходим Мы сейчас первым? будем мимо них проезжать, я даю. А представитель этой А, семьи вот он здесь, стоит, и да. как-то надо тебе подойти к нему Да, я и ему решить скажу. закрыть тоже пункт. Мы часто здесь побыли, да? И за час как будто ты другую жизнь здесь переживаешь с другими людьми. Спросили у этого мужика, у первого, дадут ли ему, он сказал, да, старейшина все раздает всем. Ну, делят они вообще, или там общий. Я 120 семей, конечно, мы сделали то, что смогли, но я думаю, им хватит на пару дней каждой семье там приготовить картошку, там зажарку сделать и все остальное. У меня первые мысли были какие-то сладости купить, потом думаешь, какие сладости, Да, тут лишь бы Они нуждаются в чем-то другом. что-то вкинуть в рот. Да. Без вариантов нужно что-то такое, чтобы насытило. Смотри, а мне кажется, это и рис, да, для них это дорого. Да, рис дорого, я же тебе говорю. Блин, рис это очень дорого. Им вот хлеб бы. И какие-то овощи, И простейшие. какие-то овощи простейшие. Ну, в мясе и речь идти не может, пока кто-то вот, вот мы с тобой их нашли. Быть может, я еще кого-то попрошу там помогать им время от времени. Потому что реально жалко, как ты говоришь, ты просто садишься, переключаешься в другой мир, потом вот мы сейчас с тобой выезжаем на трассу, и это как какой-то сон. Да, за этой дорогой начинается другая жизнь. Остановились посмотреть. Сначала не понял, что это такое, а потом понял. Для чего делается стекло? Чтобы лицо было видно. Это обязательно? Нет, это не обязательно, но многие хотят, чтобы когда идет джаназа, перед тем, как будут уже хоронить, чтобы можно было последний раз увидеть лицо. Не открывая, да? Не открывая, да. Это все такие или бывают еще другие? Нет, в основном- Тканями не обшивают? Нет, тканями не обшивают. У нас они все простые, как бы как можно проще. И они такого плана, просто идет вот это белое, как сказать, которым укутывают, да, человека, который умер, и все. Ватой обкладывают. Все. Каждые 100 метров интересный кадр. Мне показалось, или там что-то висит. По-моему, сыр делают. Сейчас еще дальше. Дальше. Вот за этой желтой машинкой. Что это висит и стекает? Может, ты мне объяснишь? Да, вот. Это либо чака, у нас называется чака. Ну, это мы знаешь, знаем, что что такое, такое. Либо сыр. Давай пойдем посмотрим. Оттуда вытекает что-то молочное. Ну, такой аромат молочный стоит. Это чака. Чака? Да, не сыр. А они сами ее делают? Да. Заходи, поговори с человеком. А что это такое? Каус. Что это такое? Это вот мост, который в молоко добавляется сыворотка, когда чуть варится и получается мост. А это сыр. Там женщин нет, чтобы мало ли? Нет. Все мужских рук дело. Говорит, заходи внутрь. Плов. Плов по-кабульски. Изо дня в день мы едим с тобой плов. Уже.
на протяжении 2-го месяца, получается. И пока он еще не приелся, как ни странно. Вкусный, потому что. Попроси чай. Чай. 6 литров. Ну как ты вообще? Я отлично себя чувствую. Мы приехали к шиитской мечети. Видите, мы здесь уже были давно. 3 флага. Цвет скорби, цвет, это черный. Черный цвет скорби. Зеленый. Потом идет красный цвет войны крови. Потом идет зеленый обустройство после всего, что произошло. Вера в лучшее. В общем, 3 цвета печали. Это траур по погибшему в Иране. Имам Али. Имам Али. Мы же поднимаемся наверх. А нам, ну если получится, попасть нужно в детское медресе. По пути у нас кладбище. Здесь уже оно немножко другое. Такие железные домики с крышей. Каждая могилка закрыта. Что же я еще увидел? Почти на всех есть фотографии. Это вот отличие шиитских кладбищ от суннитов. Да. Направо пошли вот и так здесь, через гробы. И здесь девушки в платках, но с открытыми лицами. Визуально похоже на такой специфический разрез глаз, скажем. Если нас, конечно, сейчас оттуда не выгонят. Пока расспрашивали, где находится медресе, дядька сидел, вот честно сказать, прям вот страшный. С М16 у него, да, винтовочка? Угу. Ну, он упакованный тоже был. Ну да, он такой, видно, видавший виды дядя. По 6 человек на завтрак, 3 на обед. 2 на ужин. С молоком выпивал. Здесь почему-то очень жарко. Прям вот реально жарко. Фух. Ну, детей еще не видно точно. Звуки слышали. Фу. Здесь моются. Выключай. Это основной зал мечети, правильно? Да. Ковры прикольные, мягкие под ногами. Я снизу, потому что это. Все, я вижу. Да, ты видишь? Прослоечка. Ой, под вентилятором. Да, становись. Мечеть, у них есть, видишь, своя мечеть, классы. Сейчас пойдет. Мы сейчас как раз попали на детский урок. Да? Старшего нету, вместо него Парень, который пацан, учит, который да, тоже он. Афиз. Афиз это Кори, кто-то Коран наизусть знает. Это шиитская, Это правильно? шиитская мечеть, да. Чем отличаются быстро, вкратце шииты от суннитов? Шииты от суннитов быстро, вкратце, имам Али, пророк Мухаммад. Все, кто знает, тот знает. Ну, Я не хочу на эти темы разговаривать. Все вы братья мусульмане. Да, я вот в шиитской мечети. Первые двое пришли. Самые любознательные. Сколько ему лет? 11, 10? Чан саласи? Ему 10, ему 11. Через сколько лет они выучат Коран? چقدر تا بالا یاد گرفته؟ یادی؟ ما 12 سوره یاد کردیم و اخلاص کردم. Хафиз هستی؟ Этот уже Хафиз. Уже знает Коран? Да, а он до 12 супары. В смысле, прям наизусть? Да, прям наизусть. Все? А вот проверить можно? Вот Да. прям если он знает. Да? Почему нет? Давай, возьми книжку. Сейчас просто ради Я интереса. ему просто скажу сейчас. Ход, як сура рабахон? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس
بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ташакур. Ташакур. Видишь, знает наизусть. Объясни мне, пожалуйста, это покачивание для чего нужно? А он, ну, как они, это как рефлекс. ритм? Да, Ритм ритм ловит? просто, как бы рефлекс. Все, кто читает Коран, они покачиваются. Вот я смотрю, с одной ноги Да. на другую пересел. Да. Все это покачивается, это просто для того, чтобы иногда есть стресс, могу забыть, могу не забыть, просто как рассказать. Смотри, вот он его наизусть знает Коран, а дальше он что учит? Все, ну все, ты Коран выучил, ты уже афиз. То есть он может быть муллой? Давай я у него спрошу, кем он хочет быть. Спроси. Хойналек Эвскари Коран Шарифа, да, инда михой мулла баши? Да, говорит, хочу быть муллой. Да. Давай тогда так спросим у них, кто, на какой супаре, кто афиз. Ты теперь мне объясни, я уже не понимаю. Короче, Афиз кто такой? который выучил весь Коран. Спроси, Да. кто здесь знает наизусть Коран? Афиза Коран кестик, да, джаме шумо. Раз, два, три. У этого 4 супаря осталось. И у него 10, у него 12, и у него немного осталось выучить. После того, как они выучили Коран, они кому это рассказывают? Это как экзамен какой-то проходит? Ну вот у них есть преподаватель. Он их учит Коран. Когда он их выучил, ну то есть все, он же выпускает их, больше ничего нету. Но это получается в конце они весь Коран наизусть рассказывают? Да, он уже Прям весь наизусть знает. Нет, от начала до конца он Да, от расскажет? начала до конца он тебе расскажет, что у меня сын все прочитал уже, сейчас он выучил уже 3. Это, оно очень легко, это арабский, плюс в ритм идет, очень легко читается. Сколько времени нужно, чтобы выучить Коран ребенку? Чека вахт заратаска мукамал афиз Коран шариф. Он говорит, отличается от человека к человеку. У меня есть некоторые люди, которые это 2 года выучивают просто Коран. وبازش 2 سال و عد اکثرش چند است؟ От 2 до 4 лет можно выучить Коран. Что значит вот черный платок, который вокруг этой тюбетейки? این حالی پرسان میکنه بازتن لنگوته سفید داره بازتن سیاه. این کدام فرق داره یا نه؟ Никакой разницы между белым и черным. Ну просто я смотрю, здесь у одного только Да, белый. я спросил, какая разница между белым и черным. Вот вы сейчас сидите. Он такой, никакой разницы. Просто. Вопрос задал, помимо Корана, что-нибудь изучают они или нет? Они еще изучают как правильность выполнения намаза. Есть еще такая вещь, как таджвид. Есть еще такая вещь, как дгачи. Намаза комет. Полноценный намаз. Есть одна книга, которую они тоже учат. А какие-то другие науки, кроме Корана и все, что с ним связано, изучаются? اینجا خودتان مدرسه دیگه خوب حساب کدام بخش دیگه درس نمیکنه یا نه ریاضی و دیگه. Тут нету никаких сайенсовых наук, кроме Корана. Они здесь, вот смотри, будут учить только Коран. В школу, Да, они в школу они ходят? ходят, конечно же. Это же- Смотри, есть, вот как они делают. Школа, они пошли в школу, вернулись домой, покушали, пришли в медресе, пошли домой. То есть тут это у нас такие, просто для того, чтобы изучать Коран.
повторюсь, мне аж стало не по себе. Это вот как для мусульманина зайти, я не знаю, там, в индийский храм или на церковную службу. Вот тут, наверное, таково и мне сейчас было. Ну, для меня это просто ново, на самом деле. И все. И мы оттуда быстро уходим. Ушли, вернее. Потому что если зайдут старшие, будет много вопросов. Нам просто сейчас тупо повезло, что там не было старших. Ну, во-первых, иностранец с камерой зашел в медресе, раз попал на время, когда они учат. Просто дети, поэтому хорошего понемножку. Уносим ноги, пока есть возможность. Приходится рвать А то когти. бородатый-то внизу сидит тут с М16, черный как смоль. Хубос амигос. Остановились попить чай. И после того, как сели, мы увидели, что по факту мы пьем на кладбище чай. Вот у меня под ногами, вот от меня 3 метра одна могилка. И позади Кауса такая надгробная плита закрытая, 2 штуки. Ну, здесь это никого не смущает, если здесь люди пьют, тем более это вход в мечеть, значит это нормально. То есть мы никого не оскверняем. Налей, пожалуйста, чай. Я реально до сих пор не могу понять, как они друг другу не мешают. Там чай есть вообще? Да, это он такой зеленый. Он чуть оставить его, он станет еще зеленее. Может залить туда обратно? Что-то он слишком зеленый. Вот как только они начали читать, вот, представляете, шум. И я просто не могу понять, это вот как в школе я учил стихотворение, еще 10 человек одновременно по духу тебе. То есть они в какое-то состояние входят, что он не слышит никого. Откуда же птицы? Вон они, оказывается, закрытые. Остановились у вас мужиков. Здесь вон кладбище находится. И вот сколько мы катаемся, я первый раз вот сейчас вижу, ну, впереди жена с сыном, наверное, да? Зашла и протирает могилу. Ну, я ему задал вопрос по поводу совсем другой вещи. По поводу птички, почему он ее накрыл, он говорит, это от солнца, чтобы пыль не попадала еще, и там воздух это дым попадает. Слушай, ну смотри, они визуально отличаются. Вот я тебе говорил. Ну, конечно, я же тебе говорил, что они все наши шииты, они все похожи более на людей из Средней Азии. Средней Азии, да. И глаза, смотри, у другие Да. девчонки. Да. И голубоглазые, или зеленые. Не, нами бари, мазмудар, İngiliz'den подожди, да, нами кунем. dahi nera name. Koy ne? Eski cami. Он говорит, сейчас вас отвезут за границу, и пойдете с ними? Они такие, да не отвезут они за границу. Он начал им что-то на урду говорить, они убежали. Что, пошли? Это не реклама. А, Это уже 3-й день. и дорожка чай. Koy ziyareti sahi şoy vardı. Kurslar hayt nes da hu ياخذ درخت است. Он нам говорит, что да, чьи язык у меня мечтал, я там один. Там ясный joy kurslar hayt nes aşmaz. Азия там, язма. Хорошо, что я ничего не понимаю. Вот, объясни, пожалуйста, мне, что значит красный флаг? Вот я вижу впереди большой развивается. Над могилой. Байрахо кяси аз касай шейд шуда. А, это шахиды. Шахид. Был взрыв в Абу-Фазле у нас в этом. Давно? Да, чан сол пеш там, я что? Yo ziyade de 15 sal 10 sal. Ne, аж Ay но. Sezdan Avat mı? Sezdan Avat. Да, Сездан Навад Дубут. Sezdan Avat bit kim onu cevabı şavida. 12 лет назад. Это взрыв произошло, и нас, когда человек вот так вот погибает, и до взрыва, его Он называют шахид, шейд. что ли? Ну, потому что он не воевал, не воровал, не крал, просто подвернулась ситуация, что он от взрыва умер, он шахид, он чистый человек, он ничего плохого не сделал. Поэтому вот это все шахиды. 1, 2, 3, 4. Ну да, вот та сторона больше. Поближе подъехали.
прям, смотри, там прям целая эта сценка, фотография. Там. Да. Ну там уж несколько человек дохранено. Ассаламу Алейкум салам. А там кого-то похоронили, вот смотри, я просто не пойму. Или они там какую-то могилку делают. Они делают. А, Там всё, уже всё. похоронили человека, и после того, как похоронили... Это мастера. Да, мастера пришли работать. На афганском кладбище повторно можно производить погребение? Можно туда проехать? Сейчас, Павш? Гордонай тарafı Саджи. Bu taraf Чиаз. Ладно, давай, пойдем. Повторное погребение. Ну, на такой могиле ты уже... Нет, повторно не на не такой, да, вот- если вот которая камень, уже смотри. Уравнялась, да. Которая уже уравнялась, и уже никаких следов не осталось от того, что там была могила. Ну, то есть не вина людей. Все там уже, значит, Так, уже ну могилы если они, более стали. смотри, начали копать, нашли кости, кости-то все равно остались, что делать? Вот с этим не могу тебе ничего сказать, если честно. Надо будет спрашивать у экспертов. Скорее всего, наверное, аккуратно закрыть все и уйти в сторону. Да, это да. Я думаю, Это адекватная реакция, мне кажется. Ну, я думаю, сегодняшний день мы завершим пробой Кока-Колы настоящей афганской Zero Sugar. Давай я остановлю. Турецкий оригинал. Не, нам оригинал не нужен, нам вот Ну именно ладно, я как хотел Да. афганскую колу попробовать. Но она именно такая менее сладкая, как Zero. Ну, в принципе, как Zero не отличается. Давай от мы импортной. дедушку отпустим сначала. Да, давай. Як така? Мы записываем. Саб микрофон. Ну, тут что-то спрашивают у нас. Что она вкусная. Вкусная. Угу. Да, прям такой насыщенный вкус. Они Ну вкус насыщенный. Дед тоже да. настырный. О чем хочешь? Смотрите. Вы с ним? Валлаху парень. Он говорит, хотя бы что-то, если б дал, то дал, если нет, я там. Ну, у тебя есть мелочь? Да, вот я ему дам. Хаджи Сайб, ташаккур. Бахайр. Спасибо вам за понимание. Не, Руси мега. Руси Русияс, пушто. Русияс. Богу спасибо, хорошо. Ташакур. Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Он чуть не сказал тебе спаси и сохрани. Гофтомеш, дашвиш накой на мададом это. Я группой ходом надо. Ну, нормально. Знаешь, что говорит? Он говорит, да ты дал, скажи ему иностранец. Быть может, он деньги даст. Я говорю, да у него ни рубля нету, отстань от него. My brother, big boss, big pool, Big pool. пульман. Русья, Русья. Протестировку. Хамады гаракат кадем. Кола очень насыщенная. Да, YouTube. For my wife. Салам Боша, YouTube. А у Русья? YouTube. Дед веселый попался, ну я в Очень. шоке. Надо. На, попробуй. Че, надо четко. Давай. Я в одно время, когда занимался, спортом. Ну да, я же говорил, вот такой приторный вкус сладости бывает от того сахарозаменителя, который не используют. Ну отличная вообще, Денис. Да. Ну, хватит мне уже. Мне чтобы понравилось. турецкую выпил, на. Мне понравилось, насыщенно. Не, она четко. Сколько она такая стоит? 40 афгани. 40 афгани. 30 стоит обычная, ну где 20, где 30, а 40 это без сахара стоит 40. Sugar free. Пятерочка.